Здравствуйте, с вами Влад Блад, и я продолжаю отвечать на вопросы подписчиков сообщества Тату-машинки. Тема сегодняшнего нашего видеоответа – это блок питания, клипкорд, педаль. Зачастую, при условии того, что у вас нормальная тату-машинка, ну моя, например, или какая-нибудь еще приличная, и вы заведомо знаете, что она совершенно нормально работает, что у нее нормально подкручен контактный винт, как его правильно подкручивать, это в моем предыдущем видео было, можете посмотреть. Так вот, предположим, у вас нормальная машинка и все равно какие-то проблемы. 99%, что это проблемы именно или в блоке питания, или в клипкорде, или в педали. Вроде бы кажется, что, в чем может быть проблема? Блок питания, а провода тем более, это всего лишь провода. На самом деле там спектр проблем, как говорится, обширен. Симптоматика может быть такая у этих проблем. Ваша нормальная машинка, например, залипает во время работы. Или, например, она не стартует у вас с 5 вольт, она стартует только с 9. Или вдруг она у вас работала хорошо полгода, вы подкручивали винт, все было вообще отлично. И вдруг она начинает гораздо слабее колоть, вам приходится наваливать вольтаж, она греется. Так вот, практически все проблемы связаны с потерей мощности во время работы, во время одного сеанса. Или в каком-то растянутом периоде времени. Ну, конечно, если вы подкручиваете винт, опять же. Так вот, почти все эти вещи, которые связаны с вольтажом, с потерей мощности, все эти проблемы относятся именно к блокам питания, клипкорду и к педалям. Об этом мы сейчас и более подробно поговорим, и я вам все покажу. Итак, немножко теории. Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле. Мощность в ваттах равна напряжению, измеряемому в вольтах, умноженное на силу тока, измеряемую в амперах. Так вот, если большинство блоков питания показывает более-менее правильно вольтаж, то с силой тока не все так гладко. Проблема обычно бывает или из-за плохого блока питания, или из-за плохих проводов. Вначале рассмотрим ситуацию с проводами. Под проводами мы подразумеваем клипкорд и педаль. Пусть будет такая вот педалька у нас. Допустим, у вас реально крутой блок питания. Ну, например, вы купили у меня тату-машинку, и она у вас не стартует даже с 5 вольт. А заводится она, например, только с 8-9 вольт. Или, например, она с 5 вольт заводится, но легко останавливается пальцем. То есть совсем легко. Буквально вот боечек придавили, и она джик и остановилась. Это, кстати, реальная ситуация, ее достаточно часто описывают мои клиенты. В данном случае проблема именно не в блоке питания, в данном случае проблема в проводах. Или в клипкорде, или в педали. Итак, мы описали ситуацию и предположим, что у вас наворочен электронный блок питания типа Critical, Acon, Vinoma и некоторых других. В этом случае проблема будет только в клипкорде. Просто потому, что в навороченных блоках питания внутри стоит электронное реле, и качество связи от педали не играет никакой роли не играет в качестве самого сигнала от блока питания. То есть у вас может быть совершенно ужаснейшего качества педаль, она может быть абсолютно грязная, еле-еле нажиматься, но у вас все равно блок питания даст хороший чистый сигнал. Поэтому вам нужно будет проверять только клипкорд. Если же у вас блок питания попроще, Mastec или большинство китайских, не китайских, лакаевские, потом блоки наших производителей, там, где канал идет последовательно, а именно блок питания, 2 выхода, можно в любой включать педаль, в любой включать клипкорд, потому что внутри они соединены последовательно. И, соответственно, педаль. Нарисуем ее схематически так. И клипкорд. По сути, образует собой последовательно соединение. Соответственно, проблема может быть как в педали, так и в клипкорде. Самое простое выявление, в чем проблема, при условии, что у вас нормальная машинка и нормальный блок питания, взять у кого-нибудь из друзей нормальную педаль, нормальный блок питания, поставить себе и проверить.
Если такой возможности нет, ну или друзей нет, или далеко все эти друзья, или, например, у всех друзей такой же отстой, как и у вас. Такое тоже, кстати, бывает, это совершенно реальная ситуация. Так вот, расскажем, как решать проблему в этом случае. Вам понадобится несколько огрызков провода с сечением минимум 0,75 мм в квадрате. Это сечение провода. Подойдет любой музыкальный провод. Такой вот, например. С таких проводов я делаю как раз свои клипкорды. Дальше вы берете свои джеки от педали и от клипкорда. Эту операцию надо не одновременно делать, надо последовательно. Значит так, вначале возьмем джек от педали. Раскрутим его. Здесь мы видим два контакта. Соответственно, если мы их перемкнем у основания, то мы получим чистый сигнал. И мы не будем тогда сетовать на педаль, что она у нас там грязью забита, или провода у нее хлипкие, или сама кнопка внутри у нее как-то не так работает. Здесь нужно сделать просто. Взять и как можно туже несколько слоев обмотать два этих контакта. Следите за тем, чтобы они были не заизолированы, чтобы получился очень хороший контакт здесь. Дальше вы включаете эту замкнутую педаль в блок питания, включаете машинку. Или у вас изменится что-то на 5 вольтах, то есть она начнет стартовать, работать мощно, или не изменится. Или изменится как-то, может быть, чуть-чуть получше станет. Так вот, если у вас что-то меняется, соответственно, дело в педали, если меняется кардинально. Если меняется не очень, то нужно будет копаться еще с клипкордом. Обычно проблемы бывают чаще все-таки с клипкордом, чем с педалью. Но с педалями тоже достаточно много бывает проблем. Итак, эту связку вы оставляете, значит, уже закороченной. А следующую связочку, то есть точно так же раскручиваете джек от клипкорда. Только в данном случае нам понадобится подвязать нашу проводку, наши провода к каждому отдельно выходящему выводу. Их тут два. Старайтесь сделать все это аккуратно, чтобы провода не замкнули выводы между собой, потому что тогда вы просто получите короткое замыкание, и все это будет без толку. Вот так вот приматывается с этой стороны провод. Точно так же к второму выводу. Вот он у нас длинный обычно бывает. Приматываете. Можно пальцем зажать, придержать. Тут достаточно будет так. Значит так, педаль у нас уже замкнута наглухо. Мы вставляем таким образом наш новый модифицированный клипкорд и запитываем машинку с этой стороны. Смотрите, волоски, вот эти вот тонкие жилы, они достаточно тоненькие, они могут незаметно замкнуть между собой два этих контакта. Следите, чтобы такого у вас не было. Так, это включаем блок питания. Педаль тоже у нас замкнута. А вот это подключаем к выводам машинки. И опять же щупаем. Если вы правильно все сделали, то машинка должна работать мощно. При условии, что у вас нормальный блок питания. Если блок питания не очень, то работать на 5 вольтах может и не очень. Ну, что еще можно сказать по поводу проводов? Кроме того, что зачастую в них кроется проблема продуктивности, нормальной вообще работоспособности машинки. Просто вы никогда не вытянете с машинки ее реальную мощность, если у вас будут плохие провода. Так вот, провода обязательно, их сечение должно быть не меньше, а то и больше, чем 0,75 мм в квадрате. Далее, провода всегда должны быть свеженькие. То есть это означает, если вы купили силиконовый клипкорд и прокатились по нему стулом несколько раз, то он у вас уже не свеженький. Нужно новенький ставить. Соответственно, рекомендую вам покупать не силиконовые клипкорды, а более плотные. Например, вот как эта вот резиновая.
этот провод служит гораздо дольше, чем силикон. Он, в принципе, тоже достаточно мягкий и по весу не особо отличается. Педали тоже совет покупать, если вы покупаете открытые педали такого типа, что это просто две пластинки, например, как-то так, то вам нужно или их держать в пакете, или регулярно чистить здесь. Потому что если у вас блок питания Critical, то, в принципе, можете не чистить. Там электронное реле. Если же у вас Mastec и какого-то другого типа блоки питания, где педаль, по сути, последовательно включена в схему, то место контакта, чем оно чище, тем лучше. Тем лучше протекает ток, тем мощнее будет работать машинка, тем меньше нужен вольтаж для того, чтобы при прочих равных условиях она работала хорошо. Так вот, или вы можете купить китайские педали, с ними там вообще тьма тьмущая. Они иногда бывают очень хорошие, в них стоит хорошая кнопочка внутри мощная. А иногда бывает так, что там вообще две капельки олова между собой замыкаются и дают очень плохой контакт. Я встречал такое. Поэтому на педалях лучше не экономить, лучше покупать какие-то брендовые вещи. Очень хорошо подходит вот такая вот лягушечка. А я ее даже покажу. Вот это вот моей лягушке уже фиг знает сколько лет 7, наверное. На ней когда-то были нормальные наклейки. Здесь тоже что-то было написано. О, Jam Switch. И, соответственно, я припаял сам с ней тогда еще провод. Хороший музыкальный кабель диаметром 8 мм. Вот эта вот вся конструкция мне служила порядка 7 лет, и до сих пор она находится в великолепном состоянии. Ничего с ней не произойдет. Поэтому на педали лучше не экономить. Для путешествия можете брать с собой какую-то легкую открытую, а в мастерской можно положить что-то более надежное. Так что помните, что с проводочкой все должно быть очень хорошо, иначе вы никогда не раскроете потенциал своей машинки. Ну что ж, перейдем к выбору блоков питания. Начнем перемывать косточки производителям. Я в последнее время очень не люблю это делать, но приходится, потому что постоянно спрашивают насчет каких-то брендов, то есть что купить. Купить Mastec надо, потому что с ним вообще будет все прекрасно, все отлично, вы его никогда не убьете, не сломаете, и прослужит он вам века. В данном случае гондовость, она лучше даже, чем навороченность. А так перейдем к самым популярным блокам питания, которые сейчас есть. Итак, 80% критикалов элементарно не тянут мои машинки, потому что они в реале не держат заявленный ток в несчастные 2 ампера. Просто нифига не держат. Последние модели Эйконов, они так, so-so. То есть они далеко не все работают нормально, некоторые они отключаются, некоторые тянут. Предыдущие какие-то модели, в частности EMS 300, не путать с ES, именно EMS 300. Это вообще великолепная вещь, советую вам купить, если вы где-то еще найдете в продаже. Хоть он, может быть, и не очень как-то неказисто уже выглядит по современным меркам, но он великолепно работает. Я его не смог, как я его там не насиловал при помощи своих жестких шейдеров, так я его не смог вырубить, не спалить ни при каких режимах. Тот же самый Ваня Хак работает на абсолютно сатанинских режимах, гоняет свои тачки по 6 часов в режиме постоянного включения. У него приходится даже чуть ли не каждый день подкручивать контактные винты из-за такого выгорания. А вот блок питания у него именно EMS 300. Хоть бы хны. До сих пор служит уже несколько лет. Так вот, есть еще навороченные, которые у нас представлены. Это Venom. С ним все в порядке, если вы, например, не любитель поработать с огромным вылетом моим каким-нибудь там Power шейдером, который хип шейдинг делает. Тогда, если вы зарядите 8, 9, может быть больше вольт и начнете работать, то Venom может такое обращение к себе воспринять не очень и начать скидывать вольтаж. А так, для 90% моих машинок он подходит на ура. Ну и опять же, если вы на моем этом хип-шейдере будете вовремя подкручивать контактный винт, то вам просто не понадобятся такие вольтажи для работы, и прекрасно Venom подойдет для всего. Также Tattoo Master у нас сделал классный блок, он достаточно крупный, и на моей версии он не поднимается выше, по-моему, 11 вольт, то есть он для некоторых роторов не подойдет, но для моих индукций он великолепно работает. Я вот точно так же тестировал несколько дней, и машинка на нем долго висела включенная, и на пиковой нагрузке. Он преспокойненько все держит, с ним ни разу даже не вырубался.
Ну и возвращаясь к Мастеку, это просто вообще отличная вещь. Если будете искать, то пишется он так. Мастеч. Нужна модель 3 амперная. Это означает, что в коде его будет написано, по-моему, 03H. Вроде бы так. И давайте немножечко перейдем к теории, потому что много людей не доверяет, почему это не подойдет такой модный блок питания мне. Я ж типа купил, там зарядил кучу денег, а кто-то говорит, что он не тянет мощные машинки. Так вот, почему блоки питания вырубают или скидывают вольтаж? И некоторые особо хитрые даже срезают силу тока, не трогая вольтаж. Так вот, потому что производители экономят на комплектующих и делают блоки питания без запаса прочности. В данный момент я как раз тоже разрабатываю блок питания, и, знаете, отличаются комплектующие по стоимости. Можно поставить гораздо более слабое комплектующее, оно будет стоить сильно дешевле. Ну, это ладно, это уже лирика. Так вот, получается, что не все производители пишут честные амперы на блоке питания. То есть, если написано 2 ампера на критикале, то, в принципе, он, ну, держит там, может быть, пиково, он может и больше держать. Но он эти 2 ампера несчастный, он полчаса не продержит никогда. Он просто вырубится, чтобы не сгореть. И, кстати, даже последний Critical, который заявленно держит то ли 4, то ли даже 6 ампер в пике, к сожалению, вот уже у нескольких ребят он показал себя не с лучшей стороны. Он элементарно вырубается через час-полтора работы. Не держит, перегревается. Может быть, всему виной пластиковый корпус, который не дает охлаждаться деталям. Но не суть. Так вот, получается, что производители не рассчитывают под мощные машинки, и мощные машинки перегревает встроенный электронный предохранитель, и блок питания отключается для того, чтобы элементарно не сгореть. Для того, чтобы... как это еще может проявляться? Во-первых, Critical проявляет это очень интересно. У меня сейчас, к сожалению, нет времени, чтобы притащить Critical, включить его, занасиловать при вас, и чтобы он начал вырубаться. По сути, Critical скидывает вольтаж достаточно быстро. Выглядит это так. Во время работы вы работаете, жужжите, а потом происходит так. Машинка залипает. Вы отключаете педаль, сидите, смотрите на машинку в течение там, секунды, 2, 3, 10, включаете. Опять машинка работает, потом и выключается. Можно уйти на перекур, дать отдохнуть машинке. Ну, на самом деле отдыхает блок питания, а не машинка. После этого вернуться, опять 15 минут все это проработает, дальше опять... И вот такой вот у нас тут импотентный такой вот рисунок получается. Соответственно, ну, данная ситуация лечится только заменой блока. Перед этим можете, конечно же, подкрутить контактный винт, вдруг он у вас чрезмерно выкручен. Об этом в предыдущем было видеоответе, как его подкрутить. Так... Есть блоки питания, которые вырубаются резко. Например, тот же самый Mastech, если вы его совсем занасилуете, например, сделаете короткое замыкание, еще что-то, внутри раздастся такой щелчочек, чик, и блок питания отрубится. Дальше, как только уйдет короткое замыкание, все включится, будет великолепно работать. Mastech отлично под наши нужды подходит. Есть блоки питания, которые... Если вы их будете насиловать, они просто сгорают. Раздается хлопок или без хлопка они сгорают. Это те, в которых нет предохранителя, обычно какие-то китайские блоки питания. Так вот, какие у нас еще есть? Есть еще Acon. Это особо хитрый блок питания. Старые Acon некоторые, кроме EMS 300, они режут вообще хитро. Они оставляют вольтаж, но срезают силу тока. Поэтому машинка у вас вроде бы жужжит, но она абсолютно перестает пробивать как-либо кожу. Вам приходится подкручивать ручку вольтажа, а машинка продолжает хлипко работать. Обычно в большинстве случаев люди сетуют на машинку, говорят, что машинка как-то глючит, машинка там не работает, капризничает. Как машинка может глючить? В ней там, дай бог, 3 детали, и те пассивные. Глючить она никак не может. Глючит блок питания, в котором дохрена электроники, и вот он уж точно может глючить. Вот, и еще вернемся к тому, как, например, тот же самый Venom, он скидывает вольтаж. Это видно прямо на индикаторе. Можете все проверить, поставить на нем, например, 10 вольт.
включить машинку, зажать пальцем боек, и вы увидите, как он начнет скидывать вольт до 5, чтобы не сгореть. Он таким вот образом. По нему, по крайней мере, видно, что он скидывает, и как бы что это все происходит. Но опять же повторюсь, если у вас нормально выкручен контактный винт, вам просто не понадобится ставить 10 вольт для индукционной машинки, для хорошей. При этом другие машинки, какие-нибудь слабые, хлипкие, там, теневички, там, любимые, там, они могут великолепно работать на тех же самых критикалах, эйконах и всех прочих модификациях. Роторы все будут великолепно работать. У роторов вообще КПД выше, чем у индукционной машинки, поэтому она лучше работает. Так, перейдем к самому интересному и самому страшному для барыг, продающих блоки питания в России. Это проверка блоков питания. Проверяется все вообще великолепно. Для отличной проверки нужен желательно мой шейдер или вхип шейдер. Дальше нужно будет его включить. Оп. Чтобы включить, мне надо обратно все это безобразие размотать. Так. Нужно будет включить. Дальше навалить, например, вольт. Дальше наваливаем 9 вольт. И начинаем поджимать пальцем, чтобы машинка сопротивлялась. В таком состоянии нужно насиловать машинку примерно минуту-2. Если блок питания при этом не вырубится, все будет великолепно. Еще поправочка маленькая. Все это вы делаете на свой страх и риск. Потому что если у вас какой-нибудь китайский чуньк-пуньк без встроенной защиты, то он у вас может сделать так. Ох, не получилось у меня, знаете, вот хлопок издать звук. Хлопка. Ну, короче, он у вас хлопнет и запахнет. Ну и, соответственно, например, тот критикал, который выдержал такую проверку, он и в дальнейшем вас не подведет. При этом я не говорю, что все, например, критикалы, они настолько плохие. У них какая-то лотерея, видимо, от партии к партии. И, в частности, некоторые старые маленькие CX1 коробочки, они великолепно все тянут. А вот старенькие CX2, они не очень все тянут. Так что вот так. Вот, поэтому я надеюсь, что вы поняли, что очень важно иметь не только хорошую тату-машинку и уметь там рисовать, а еще очень важно иметь хорошие провода и блок питания. Это чуть ли не как бы основа, залог, фундамент. Потому что машинки — это инструменты, которых у вас может быть много и нет. А вот и они для каждая для своего назначения. А блок питания — это некая такая фундаментальная вещь, которая должна быть хорошей. Желательно еще иметь и запасной блок питания. Точно так же, как иметь запасной клипкорд и запасную педаль. Пусть эта педаль будет маленькая, какая-нибудь для конвенций и путешествий, но пусть она будет. Это вам может спасти как-нибудь сеанс, если вдруг у вас произойдет отказ основного оборудования. Ну что ж, удачи вам, следите за своими проводами.